Всем привет, дорогие друзья! Сегодняшнее видео я посвящаю теме создания собственных бойлов пылящих растворимых на основе рыбной муки и птичьего корма. Этот состав несколько экспериментальный, потому что я раньше не сочетал птичий корм с рыбной мукой. Но бойл получился хорошей структуры, с хорошим запахом. Я думаю, что он понравится. Это бойл прикормочный. Не так много компонентов здесь. Не хитрый в изготовлении. Он будет нести основную нагрузку по привлечению рыбы, по удержанию рыбы. То есть это бойл быстрого действия, это замена пельцу. На ночь, как известно, применяются вареные бойлы, потому что они дольше тают, а днем вполне удобно кормить растворимым. Очень хорошо выручила мельница. Все компоненты, все продукты я покупал зерновые, все покупал на птичьем рынке, недорого. Все перемалывал по нескольку раз, чтобы получилась мука мелкого помола, как первый сорт муки. Перемалывал я по нескольку раз, просеивал, потом остатки собирал в отдельную тару, потом в конце их отдельно перемолол. Ну, у меня осталось грамм где-то на 5 килограмм базового микса, у меня осталось грамм 50, наверное, такого, того, что не перемололось. Так, в принципе, я просеял. Обзор данной мельницы есть у меня на канале. Очень хорошо сэкономила мне деньги. Я ничего не покупал в магазине. Иначе этот рецепт стал бы очень дорогим. Ну, гораздо дороже, скажем так. Не то, что дорогим. Так, взвешиваю соевая мука, сделанная из сои. Все тщательно записываю. Взвешиваю с тарой. Высыпаю, потом взвешиваю тару, записываю вес тары, потому что весы иногда бывают обнуляются, иногда отвлекаешься, забываешь что-то, всегда ведем запись. Эти записи потом у меня есть чистовик, где хранятся все рецепты, потом я все это начистую, в чистовую переписываю в эту книжку. И можно поднять даже 2-3-годичной давности рецепты и сравнить. Так, соевая мука. Вот это остатки, то, что осталось, не перемололось, я потом в конце это домолол. Ну, можно сказать, такой разбавленный bird food. Так. Добавил я кукурузную муку. Это непосредственно bird food. Вот такой получился птичий корм. Перемолотый здесь больше 10 зерновых, там лен, рапс, ну, всевозможные там семечки, то есть для маленьких птичек, для курей, там очень такой питательный корм. И отдельно я добавил в рецепт ячменную муку, так как мое мнение, что ячменная мука очень интересный такой продукт в бойлостроении, потому что я не раз отмечал, что ячмень, перловка, она очень хорошо работает по белой рыбе, в частности по сазану, карпу. Добавил я ячменной муки. В конце я дам полностью описание рецепта, полностью дам рисовой муки. Ну, рисовой муки немного, там грамм 100-150. Она дает твердость бойлу, и он хорошо выглядит так вот, то есть плотный становится.
Ну, с базовым миксом потихоньку закончил. В конце добавляем рыбную муку. Рыбную муку я тоже купил на птичьем базаре. Хорошего качества, свежая. Мешок буквально только открыли при мне. Еще раз хорошо перемешиваем до однородной массы, чтобы нигде не было пятен. Этот процесс остался за кадром. Я полностью произвел расчеты, сколько получилось чего у меня в базовом миксе моем. И исходя из этого я в соответствии со своими расчетами добавил рыбную муку. В конце я дам рецепт. Рыбная мука свежая, хорошая и недорогая, что самое главное. Только два компонента я оставил, как говорится, за скобками. Это рыбную муку, которую я добавлял в соответствии с рецептом. Ну, где-то в среднем ее процентное содержание где-то должно быть 35%, не больше. Это максимальное содержание. Сколько рецепт может себя вместить. На чем не будет вмешиваться. Ну. И манку. Манку я в самом конце добавил. Потому как я частями замешивался. То есть тесто я вымешивал частями в машинке. Загрузка у нее небольшая, 600 грамм. Поэтому я имел возможность экспериментировать, добавлять больше, меньше манки. Ну вот опытным путем скажу вам так, что оптимальное содержание манки где-то 15% от общего объема веса. Там в рецепте будет в конце. Все еще раз тщательно перемешиваем, чтобы не было комков. И приступаем к приготовлению инвертного сиропа. В этот раз я готовил его не совсем обычным способом. Ну, то есть есть такой рецепт, что при 80 градусах происходит наибольшее выделение из сахара глюкозы. Ну, самый полезный элемент, который нам нужен. Поэтому решил я тоже на 80 градусов. На 80 градусов сделать. Добавил на 2 объема воды, 1 объем сахара, сахар простой, и чуть-чуть добавил щепоточку добавил лимонной кислоты.
Так я порылся в загашниках. Все какие-то уже старые, просроченные специи. Я все достал, по чуть-чуть добавил. Там специи для плова были, там специи еще для чего-то, для супа, кориандр, красный, черный перец, паприка, соль. Соль 2 столовые ложки, потом соль много не добавлял, потом соевый соус, чуть-чуть буквально, чайную ложку. И все это еще раз отправил в мультиварку на 80 градусов на 20 минут, чтобы она равномерно вся в сиропе растворилась, все травы, чтобы все перемешалось. Я это сделал для того, чтобы равными порциями потом замешивать тесто отдельно, и потому что я буду использовать тестомес, у которого загрузка 600 грамм. И для этого мне нужно, чтобы специи полностью распределялись по всему. Поэтому не стал их сразу добавлять в микс. Потихоньку поставил на 20 минут, чтобы согрелось все. Вот он остыл. И уже после этого, после того, как он остыл, я добавил чиктоник. Ну, чиктоник этот улучшенный, с добавлением фирменных аминокомплексов. О том, как сделать, есть у меня видео, его называется Deep Красненький. Там полностью есть про то, как чиктоник можно улучшить, его все показатели, и сделать его максимально эффективным. Добавляю полкило сухой смеси. На полкило я добавляю 60%, где-то 260-270 грамм жидкости. Это для того, чтобы тесто вымешивалось. И потом отдельно я добавляю манку. Вообще я 5 или 6 раз вымешивал тесто. И каждый раз я менял состав, количество манки. На самом деле, чем меньше манки, тем лучше. Почему? Потому что она, кроме как клейковина, никакой полезной нагрузки не несет. Поэтому чем меньше такой вот в базовом миксе манки, тем лучше. Тем больше можно добавить туда полезных, каких-то аттрактивных, каких-то веществ, которые несут более питательные, там, привлекательные. Вот так вымешиваю, смотрю, пробую пальцем, как она вымешивается, выкатывается. Постепенно где-то пришел к такому заключению: 15% оптимальный состав манки. Вообще, когда я готовлю микс, манка у меня всегда за скобкой. Я делаю комплекс, а потом уже, исходя из того, как он вымешивается, добавляю определенное количество манки. Жидкость добавляется из расчета 60% от общего веса сухого микса. Ну, можно больше, меньше, там плюс-минус 5%. Ничего страшного. Вот так вот проверяю. Хорошо выкатывается.
Итак, вымесили тесто. Тесто получилось хорошее. Не липнет, не оставляет следов. Ну, хорошо вымесилось, в общем. Рабочий вариант такой. Приступаем непосредственно к катанию бойлов. Я решил сделать немножко 14-миллиметровых бойлов для короткой дневной сессии. Чтобы они быстро начали работать, быстро таяли и в то же время не перекармливать рыбу. Видео о том, как сделать такую доску, есть у меня на канале. Вот видите, я поставил 12 миллиметров и выкатываю колбаску для 14-миллиметровых бойлов. Было уже поздно, я спешил, поэтому особо не заморачивался с точностью. Ну, все получилось очень хорошо. Ну, некоторые бойлы получились вообще идеальные по форме и по виду, как будто магазинные. Некоторые получились чуть-чуть продолговатые, но все получились 14 миллиметров в диаметре, что позволяет нам примерно ориентироваться по времени растворения бойла. Забрасывать я буду ракетой или рогаткой, докармливать, поэтому особо аэродинамика меня не волнует. Данные бойлы растворимые, пылящие, служат отличной заменой пельца. Действуют примерно так же. По своему составу они напоминают рыбный пелец. Ну, может быть. Как вы видите, я не добавлял смесь масла, потому как я масло использую в то время, когда я выкатываю бойлы. Я обильно смазал все доски, обильно смазал стол, поверхность стола и в то же время постоянно смазывал маслом доску. Масло это не рафинированное, подсолнечное. Плюс добавил туда кунжутное масло и добавил туда горчичное масло. Ну, там несколько видов масла, то есть они впитывались в бойлы наши, придавая бойлам дополнительные аттрактивные свойства. И в то же время вы видите, что на столе не осталось никаких, тесто не прилипало. Начал я катать 20-миллиметровые бойлы. Это гораздо быстрее, проще. Накатать, допустим, 4-5 килограмм 20-миллиметровой доской, это буквально занимает час от силы времени, полчаса. Это очень быстро. Позже я подстелил тряпку такую вот автомобильную, она такая как бы прорезинена, что ли, и перестала доска скользить, и они стали лучше выкатываться. Но опять же таки повторяю, бойлы получились не идеального размера,
Какие-то больше, какие-то меньше, какие-то хорошо получились. Но меня это абсолютно не напрягает. Рыбе все равно. Ну, приблизительно я могу рассчитывать на одно и то же время растворения. Какие-то бойлы можно выбрать, там, допустим, для кобры покормить. Я проверил, они через 2-3 дня, когда высохли, вполне подходят для кормления бойлой, кормления коброй. Не будут рассыпаться. миллиметров очень большой объем, очень легко и просто. «20 миллиметров оптимально для пылящих бойлов, как раз где-то на 2-3 часа он будет давать. Ну и процесс сушки в конце, рецепт. Надеюсь, данное видео чем-то было полезным для вас, поделился своими небольшими хитростями в изготовлении. Что-то, возможно, вы будете применять, возможно, что-то вы сами придумаете. Это процесс не трудный, быстрый. А рецепт хороший. Он будет работать, будет ловить, я уверен в этом. Вопрос, как он будет ловить. Будет он очень хорошо ловить. Средний будет. Но это уже буду тестировать, буду делиться с вами. Всем спасибо за просмотр. В конце будет рецепт. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь в соцсетях. Ни хвоста, ни чешуи.